Всем привет! Готовила заготовки из 3 куриц и 500 граммов печени. Для начала разделываю курицу, отделяю крылья, делю на суставы. Самую маленькую часть я не буду использовать. Далее окорочка также отделяю и разделяю на бедро и голень. С бедра снимаю кожу, тоже ее не буду использовать. Далее спинку и грудку разделяю. Со спинки снимаю кожицу и отрезаю гуску. Использовать не буду. Спинку делю на 2 части для удобства варки. С грудки также снимаю кожу и отделяю филе. Филе у меня пойдут на котлеты, а косточку я сварю на бульон. Спинки и грудки я укладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой. Первый бульон я сливаю, промываю хорошо и заливаю вторым бульоном. Теперь готовлю крылышки в маринаде. Добавляю соевый соус, чеснок и мед. Все хорошо перемешиваю, убираю в пакет и в морозильную камеру. Далее приготовлю голень в беконе. Для этого голень оборачиваю в кусочек бекона. Можно на один кусочек, можно 2 сделать, как вам больше нравится. Выкладываю на доску, застеленную пакетом или можете пергаментом застелить, и убираю в морозильную камеру. Как только замерзнет, перекладываю в пакет. Бедра у меня без кожи. Добавляю копченую паприку, соль, немного черного молотого перца, майонез. Все хорошо перемешиваю, убираю в пакет и в морозильную камеру. Теперь буду готовить печеночный паштет. Печенку разрезаю на небольшие кусочки, убираю лишние жилы, какие-то кровь оставшуюся и промою хорошо водой сначала, далее залью водой и поставлю вариться. Варить где-то примерно 20 минут, как только печень сварится. Паштет лучше готовить из горячих продуктов, он так лучше измельчается. В обжаренный лук с морковкой переложила в миску. Теперь выкладываю туда же отваренную печенку. Блендерю все миксером хорошо. Добавляю немного сливок. То есть смотрю по густоте. Я примерно 100 граммов сливок потратила.
Обязательно посолите и поперчите по вашему вкусу. Пробуйте. Далее готовый уже паштет я выкладываю на рукав для запекания. Заворачиваю. Для устойчивости я еще заверну в фольгу. Но также можно его выкладывать и в контейнеры для заморозки или, например, в силиконовую какую-то небольшую форму порционную. Паштет заворачиваю и убираю в морозильную камеру. Далее буду готовить рубленые котлетки. Куриное филе я взяла 3 штуки, разрезала сначала вдоль, убрала лишние жилы. Далее каждый кусочек порезала на тонкие полоски, сложила и нарезала небольшим кубиком. После того, когда филе нарезано, я начинаю его рубить. Именно рубить ножом. Так кусочки котлеток будут более цельные, а не фаршем. Все филе измельчила, переложила в миску. Далее добавляю одно яйцо. Добавляю соль и совсем немного мускатного ореха. Добавляю крахмал и обжаренный лук с морковкой. Далее все хорошо перемешиваю и формирую котлетки влажными руками. Сформированные котлетки складываю на доску, застеленную пакетом, и убираю в морозильную камеру. Как только котлеты замерзнут, перекладываю в пакет. Теперь из оставшегося куриного филе приготовлю вторые котлетки. Для этого овсянку перемалываю немножко в блендере, не совсем сильно, но чтобы она была мельче. Перекладываю в миску, туда же к ней вливаю столько же молока. У меня было полстакана овсянки и полстакана молока. Слегка перемешиваю. В блендере также перемалываю филе, нарезанное небольшим кусочком, но его можно также измельчить на мясорубке. Перемалываю и перекладываю к овсянке с молоком. Все хорошо перемешиваю. Обязательно не забудьте посолить. Формирую котлетки влажными руками, выкладываю на доску, застеленную пакетом, и убираю в морозильную камеру. Как только замерзнут, перекладываю в пакет. Далее из куриного бульона, из косточек, я сняла мясо. Вот столько мяса у меня получилось. Я приготовлю из них другой паштет. Мясо добавляю обжаренный лук, растопленное сливочное масло и специи. У меня здесь
Специи овощные — это там соль, перчик, морковка. Все смешиваю и начинаю перемалывать блендером. Также для более жидкой консистенции добавлю немного бульона, чтобы паштет пока был более пастообразным. Готовый паштет я перекладываю на рукав для запекания, сворачиваю и также для стабилизации, чтобы он был более плотным, заворачиваю его в фольгу. Сворачиваю и убираю в морозильную камеру. Вот такая заготовка у меня получилась. Это куриные котлетки с овсянкой. Далее рубленые котлетки с обжаренным луком и морковью. Крылышки в соево-медовом маринаде. Бедра маринованные в копченой паприке с майонезом. Куриная голень в беконе. Печеночный паштет очень вкусный. И паштет из куриного мяса. Еще куриный бульон. Я его разлила по контейнерам и в силиконовой формочке. Вот такой маленький можно использовать для приготовления каких-то соусов, либо для маленькой порции супа. Спасибо вам за ваш просмотр. Готовьте с удовольствием.